Здравствуйте. Значит так, как обещал, вот начал разбираться с организацией, которая называется WEF, World Economic Forum, Всемирный экономический форум. Очень интересная организация, оказывается. Организация не новая, с 1971 года, но все время оставалась в тени очень сильно до вот последних лет фактически. До последних 10 лет. Потом это как раз то время, когда начала подниматься. Начну говорить о самой организации чуть позже, более детально. В принципе, хотел бы поговорить о том, кто основал эту организацию. Основал ее профессор, которого зовут Клаус Шваб. Он немец по рождению, немецкий инженер и экономист, который большую часть жизни прожил в Швейцарии. Фактически всю свою жизнь прожил в Швейцарии. Ему даже хотели вот дать, один из депутатов парламента там попросил дать ему официально швейцарское гражданство, которого у него, оказывается, до сих пор нету, хотя его мама была швейцарка. Вот в 2019 году попросили, но эту просьбу отклонили. Вот. И он, теперь немного о нем неизвестно фактически ничего. И это уже странно, потому что фигура, которая вот такая вот серьезная, настолько знаменитая, организовала форум, то все, ну как бы про него должны были уже написать очень много. Но если вы посмотрите в интернете, и особенно сегодня, когда в интернете в принципе выставляется все, но ничего нету о человеке. Вот настолько темная такая фигура, что ничего о нем толком не известно, кроме того, что его папа немец, мама швейцарка. И жили они в Германии. Во время войны папа его был директором одного из заводов, который работал, который занимался военной промышленностью, работал на армию Германии. Очень интересно, в Википедии написали, что маму вызывали в 1944 год на допрос в гестапо, потому что она говорила со швейцарским акцентом, и потом они сразу переехали в Швейцарию. Ну, во-первых, я не понял, откуда это вообще кто-то узнал, но на секундочку представить, что вот ее вызвали на допрос в гестапо из-за того, что она говорила со швейцарским акцентом, а потом они переехали в Швейцарию внезапно. И с тем, что ее папа был директор, один из директоров на серьезном заводе, который делал поставки для немецкой армии. Как-то странно, что гестапо так дало им выехать в Швейцарию просто. И, ну, как-то что-то очень непонятное вообще там как бы. Вроде как что-то проявилось, а толком ничего не написано. Вот, и в принципе, как бы, ну вот он работал 30 лет профессором в одном университете в Швейцарии, преподавал в 72 по 2003 написано. Вот в 71 году он создал организацию в январе, которая называется Всемирный экономический форум. Организация считается не для прибыли, она живет за счет пожертвований членов организации, у нее есть совет директоров, в который, кстати, что интересно, входит Кристия Фриланд, наша, а Труда является членом организации. Вот Клаус как-то выступал, есть ролик, он даже в Ютубе. Если вам будет интересно, после того, как я начну уже больше углубляться в плане форума, в плане этой организации, я поставлю его ролики с переводом на русский, чтобы вы могли понять, о чем он говорит, как бы вообще немножко пугающе то, что я начал проверять и увидел, и немножко пугающе то, что человек говорит. Вот. Но это когда вот мы будем разбирать более детально саму организацию, я обязательно как бы отмечу те точки, которые меня лично пугают и которые, опять же, все-таки связаны со свободой, с нашей свободой. И будет связано это все тоже с конвоем свободы, потому что, опять же, конвой свободы для меня прежде всего это попытка народов бороться за свою свободу. Да, это из-за пандемии, и да, как бы не обязательно, что поднялась бы такая буча, если бы это было по другой причине свободы, но это показало, что да, можно подняться всем миром, что да, есть люди, которым не плевать на их страны, на их народы и на то, что происходит у них, и на то, что делает политическая элита в каждой стране. Вот. Ну, вот как-то многие не понимают и говорят, что как так, что ну, его критикуют тоже еще, кроме того, что его работу, которую он делает, люди не понимают, за какой счет
за счет чего он живет, какие у него зарплаты, как что там. Кто-то говорит миллион швейцарских франков, кто-то говорит меньше, кто-то говорит больше. Как бы ничего толком не понятно об этом. И многие университеты в мире дали ему как бы статус почетного доктора наук, почетного профессора и так далее. Как бы есть люди, которые да, в него верят и да, пытаются как-то поднять его вверх. Он является бессменным лидером, хочу заметить, бессменным. Это значит, что в принципе никаких выборов там нету. И вот он лидер и все, и на этом все как бы, пока не откинется или не отойдет от дел. Был вот у него человек, который все думали, что может быть станет заместителем, звали его Хосе Мария Фигурес. Он был CEO. Этот Хосе Мария Фигурес был Chief Executive Officer. Он, в принципе, был просто заместитель этого Шваба. Многие говорили, что он будет его преемник, но в 2004 году он ушел, потому что он не рассказал о том, что ему одна из компаний заплатила $1 миллион, и как бы, ну, почти что миллион, там 900 тысяч, и ему пришлось на фоне этого уйти, потому что там начали судебные разбирательства, то все, они хотели бросать, видать, тень на эту организацию, поэтому он тихо, спокойно ушел. Вот. Кроме, ну, вернемся к Клаусу. Короче, Клаус, конечно, они делают, этот форум делают, организовывают постоянные как бы встречи, там минимум раз в году, и он приводил туда разных, приводил разных знаменитых людей, чтобы они там разговаривали, выступали, как бы спичи, так сказать, и Нельсон Мандела у него был, и нынешний президент Евросоюза у него была, Урсула, и еще много всяких знаменитых людей, и премьер-министр Канады, и с России кто-то там был, у него тоже выступал. Ну вот так, но он, короче, вернемся опять же к нему, он издал несколько книг. Например, у него есть книга, которая называется «Всемирная перестройка», редизайн, вот. Global Redesign называется, всемирная перестройка. Есть у него еще книги интересные, вот он, который недавно фактически издал, это вот есть книга «Четвертая промышленная революция». Есть книга еще «Как делать четвертую», о будущем четвертой промышленной революции. И вот одна из последних книг, которая очень сильно подняла тоже вот интерес людей, она называется «Великий сброс». Ну, сброс я имею в виду, великая перезагрузка, извиняюсь, тоже мне не всегда легко перевести правильно на русский. Но вот называется Great Reset, великая перезагрузка. Вышла она потому, что появилась корона. Вот вследствие короны, вот в 2020 году вышла эта книга. Странно, что он так быстро ее написал, как бы, конечно, потому что если учесть, то в 2020 году только появилась корона, да? Вот он уже успел написать вот это вот издание «Великая перезагрузка», «Корона». И о ней сейчас очень много начали говорить. И тоже можно будет о ней поговорить отдельно, но там как бы... Но само даже название уже вот это вот «Великая перезагрузка мира», это интересно как бы. Ну, что еще? Его даже как-то... Он, в принципе, вообще... вот королева Елизавета наградила рыцарством, и он получил всякие, многие тоже, от Кофи Аннана он получил награду, и от Франции он получил, он считается рыцарем легиона, как это перевести, honor, ну, короче, наград у него много. Вот, немецкие награды у него есть, японские награды у него есть, но все вот эти вот, которые почетные награды, вот эти вот почетный доктор в 2017 году в Каунас University of Technology, даже от Китая он получил награду, медаль за продвижение китайского международного экономического размена и кооперации. Вот. Чувак, короче,
разошелся, вы видите, нет у него определенных политических мировоззрений, как бы диктаторы, не диктаторы. Для него все равны, и он всех пытается вот засунуть в эту организацию. Он помогает Китаю, помогает Японии, помогает России, помогает Англии и так далее. Он как бы всем пытается помочь, немцы ему там, все ему дают за это призы. Что именно он делает для этого, никто до сих пор не понимает, никто не знает, но вот всегда есть какой-то, в каждой стране есть кто-то, который входит в эту организацию и который очень сильно толкает то, чтобы его чем-то наградили. Вот, как бы, ну вот такой вот нескромный пацан. Вот, ну, в принципе, все, что о нем можно такого серьезного сказать. Опять же, ну, понятно, есть много критиков, которые кричат, что он там кучу денег гребет, и то все, никто не понимает. Больших доказательств в этом нету. Никто никогда не может накопать достаточно на него. Опять же, как мы говорили, что про него вообще фактически ничего не известно. Как ему это удается, я до сих пор не понимаю, потому что сегодня, ну, на секундочку, каждый, кто чуть-чуть поднимается, даже вот 15 минут славы, про него потом в интернете высказывают, какие пеленки он одевал или она, и какую кашку он кушал, и кто его кормил этой кашкой. А тут человек, который создал всемирную организацию, куда входят самые влиятельные люди в мире, и о нем как бы, ну, абсолютно ничего не известно. Кроме того, что он там работал профессором, родился там-то, папа, мама, даже имена ни папы, ни мамы не указываются нигде. Вот только что вот папа немец, а мама швейцарка. А как звали, обычно, знаете, там папу зовут так, маму зовут. Никто ничего вообще про него не знает. И он никому про себя ничего не рассказывает. И это уже как бы, ну, странненько, да? И хочется понять, что же за секреты там такие. Вот. Ну вот в следующем ролике начну говорить уже про саму организацию. Очень интересно, очень пугающе. И понимаю теперь людей, которые считают, что вот есть вот эта конспирация, потому что вот когда начинаешь читать про эту организацию и думать, довольно-таки пытаться думать трезво и нейтрально, слушайте, становится страшновато, что вообще эта идея есть, как бы, и непонятно, насколько глубоко она зашла и насколько далеко зашла. Вот. Ну, поговорим в следующем ролике. Я начну такого более-менее поверхностного описания самой организации, чем занимается, кто входит, туда-сюда, а потом уже с вами начнем говорить о более детальной, насколько мне удастся проверить это. Опять же, не хочется просто придумывать что-то, хочется именно подтверждать фактами. Если вам будет интересны какие-то определенные вещи, или чтобы я выставил какие-то ролики, которые подтверждают как-то как бы мое понимание этих вещей, пишите, буду рад, как получится, как можно быстрее. Знаете, как вы видели, там, да, я оставил титры, и это берет время, но вот сейчас я немножко присобачился, и у меня это идет легче, как бы, пусть перевод не полностью доскональный, но более-менее намного легче идет это, потому что уже подучился чуть-чуть, как это делать в YouTube. Вот. Пишите, говорите, буду проверять. Спасибо за внимание.